Йоу-йоу, друзья, в эфире Краспол ТВ, и сегодня у нас выпуск про виды багажа. Маленький дисклеймер. Мы находимся в Москве, в торговом центре «Ривьера», в фирменном магазине «Туле». К сожалению, они нам ничего не заплатили за то, что мы это видео снимаем у них. Это была моя идея, просто потому, что в этом маленьком магазине есть практически все виды багажа, которые существуют в природе и в самолетах. Просто удобно. С тех пор, как человек начал куда-то ходить и ездить, ему нужно было в чем-то переносить вещи. Поэтому сегодня мы расскажем про 3 основных типа багажа. Ручную кладь, которую можно брать с собой в самолет, и ее виды. Собственно, сам багаж и негабаритный багаж, наш любимый. Вообще, вся история багажа очень сильно зависит от способов его перевозки. Когда все ходили пешком, нужно было просто много физической силы. Потом изобрели колесо, можно было класть что-то на телеги, все исчислялось объемами телеги и грузоподъемностью лошади. А потом появились другие транспортные средства, например, карета, в которую слуги могли положить один большой сундук, затем вчетвером и восьмером его снять и донести. Но в 19 веке случилась революция, появились железные дороги. И на волне развития популярности железных дорог открылся миру месье Луи Виттон, который придумал совершенно новый вид багажа – чемодан. Чемодан от Луи Виттона был, конечно же, не такой, но самое главное, он был квадратный, в отличие от сундука с круглой крышкой. Почему? Потому что в поездах было не так много места, как в привычных транспортных средствах, и приходилось эти чемоданы ставить друг на друга. То же самое можно сказать про небольшие каюты и багажные отделения трансатлантических лайнеров. Представьте себе, сколько квадратных чемоданов потонуло вместе с «Титаником». Намного больше, чем могло бы утонуть сундуков. Чемодан в его классическом луи-виттоновском виде существовал очень долго. Я помню, когда я был маленький, в 80-х годах советские чемоданы выглядели точно так же, как чемодан Луи Виттон 19 века, только хуже. Пункт 1. Ручная кладь или по-иностранному carry-on. Почему так называется? Потому что размеры ручной клади должны позволять ей поместиться либо вот на этих вот полочках над сиденьями самолета, либо под сиденьем переднего пассажира. Для большинства авиакомпаний этот стандарт 55 на 40 на 20 сантиметров. И большая часть производимого в мире багажа в формате carry-on как раз под эти размеры и заточены. Например, вот это, либо вот этот чемодан на колесах. Но есть еще всякие недокомпании типа Победы. Если вы летите каким-то лоукостером, то нужно очень внимательно читать условия провоза багажа, реальные размеры, а еще и отзывы людей. Можно ли с сумкой, можно ли с рюкзаком и так далее. Например, вот эта штука, которая там вот это или вот это, влезающая в параметры нормальных авиакомпаний, она не влезает в Победу, поэтому вот специально делаются вот такие вот мини-сумки, которые вот в этот калибратор, который есть в аэропорту, можно со смазочкой запихнуть, и это победа над победой. Вот как раз наглядный пример про разницу размера ручной клади. Одинаковые в толщину, одинаковые в высоту, но разные по ширине. То есть вот этот вот чемодан пошире, у него чуть-чуть меньше количество авиакомпаний в мире, которые его пропустят. У такого чемодана авиакомпаний большинство. Однако эти чемоданы жесткие, и вдруг они чуть-чуть не влезают в калибратор, то извините. Поэтому иногда стоит пользоваться чем-то более мягким, что можно вот так вот запихнуть. На мой взгляд, самый удобный вид ручной клади — это, конечно же, рюкзак, который попадает во все эти параметры. Он не зависит ни от покрытия пола, ему не нужны колеса, он прочный, удобный, и туда влезает все, что нужно на несколько дней, вплоть до недели. В моем случае здесь удобное отделение для ноутбука, потому что во многих аэропортах мира могут потребовать открыть компьютер, его нужно быстро достать, чтобы показать, что он работает. Самое важное в ручной клади — это то, что она всегда с вами, и ее сохранность зависит только от вас, а не от каких-то грузчиков в аэропорту. Поэтому самые ценные и важные вещи вы носите с собой. Понятно, что это документы, это
деньги, это вся электроника. Обязательно с собой должны быть все зарядки, они не должны быть в багаже, потому что багаж может не прилететь. Я часто использую отдельную вот такую штуку для всяких проводов, зарядок. Ну, я блогер, мне надо, у меня их много. В чем удобство? Они у тебя всегда все в одном месте, и если ты куда-то пошел гулять в город, они тебе не нужны, ты просто достал эту штуку, выкинул все это куда-нибудь в номере. Если едете в какую-то далекую страну, обязательно посмотрите, какие там розетки, возможно, вам понадобится переходник. Еще одна штука, которую я отдельно кладу в рюкзак или в чемодан с ручной кладью, это НССР. У меня вот такой вот легкий и удобный дойтер. Здесь у меня зубная паста, зубная нитка, там, туалетная вода, всякие лекарства, активированный уголь, потому что я блогер, опять-таки часто приходится тусить. И это все обязательно должно быть под рукой. И точно так же ты куда-то приехал в гостишку или там в гости, взял, выкинул это, оставил, дальше пошел гулять по городу со своим рюкзачком. Все знают, что емкость бутылочек не должна превышать 100 мл, но не все знают, что все вместе сосуды не более 100 мл должны помещаться в 1-литровый пакет. Такие пакеты можно купить в Икее, либо их выдают бесплатно в разных аэропортах. А еще я очень у многих людей вижу вот такие вот штуки НССРы, которые по весу и по объему явно больше, чем их содержимое, но почему-то их продолжают покупать. Ну, видимо, потому что они прикольные, и все рассовано там как-то по кармашкам. Но я раньше такой штукой удобно пользовался, когда в поезде едешь 68 часов откуда-нибудь там из Архангельска в Адлер, и нужно помыть голову под краном в плацкартном вагоне. Ты тут все так распихал, ну и удобно было. Сейчас я уже давно не ездил 68 часов в плацкартном вагоне. Да, поэтому у меня нет такой штуки. Ребята из Туля в прошлом году подарили вот такую вот прикольную тему. Я даже сначала думал, да ну хрень, а потом оказалось, что это вообще такая офигенно прикольная тема. Вот здесь вот влезают паспорта. Вот это вот модный AirFit блокер, который не дает какому-то киберзлоумышленнику зачем-то там обнулить или скачать деньги с ваших карт. Я не знаю, как это делать, конечно, но сюда влезают там все 3 наших паспорта, все посадочные талоны и всякие бумажки, нужные в перелете, когда летишь с семьей. Поскольку я все время все забываю, эта штука хранится у моей жены, и это очень удобно, потому что она красивая, она ей нравится. И здесь еще есть вот такая вот штука, и ты идешь такой с барсеткой. Ну и она на магнитиках так, тынц, 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 тынц. А теперь про тренды. Нынче появилась куча всяких чемоданов и сумок из серии «Мечта командировочного». Они помогают каким-то чудесным образом расположить все вот эти бизнес-приблуды, включая кучу галстуков и рубашек, которые надо гладить. Но у меня нет рубашек, которые надо гладить, поэтому я не оценил. Но, тем не менее, сейчас очень многие бренды придумывают вот такие вот странные штуки. Они вообще, конечно, прикольно выглядят. Тут куча всяких отделений, кармашков. Тут для обуви, тут это закрывается, тут ремень. Отсюда достаются лямки, чтобы ты его нес как рюкзак. Потом отдельное, конечно же, отделение для ноутбука, оно еще достается отдельно. Ну и ты такой думаешь, о, прикольно, я тут типа одну сумку покупаю, да, мне дали еще одну сумку для ноутбука. Она мне, конечно же, не нужна, но прикольно. В итоге вот эта штука у вас где-то валяется, ноутбук вы кидаете сюда, все это остальное забиваете кучей вещей, и вот такая вот 40-литровая вещь может весить килограмм 15, колес у нее нет, как рюкзак. Это на деловом человеке в костюме выглядит весьма сомнительно, но, ребята, это тренд. Говорят, что в загнивающей Европе такие штуки очень модные. Чем такие штуки отличаются от рюкзака, я не понимаю. Но она называется по-другому, и поэтому ее можно продать подороже. Видимо, так. А теперь представьте, что вы забыли эту сумку от ноутбука дома и пришли на какую-то важную встречу вот с таким чемоданом, в костюме, с рюкзаком вот так. Все, нет контракта. Нет, такие думают, чувак реально, видимо, очень старательный, терпеливый, расходится с такой штукой, ему можно доверять. У маленьких чемоданов для ручной клади есть несколько отличий. Они бывают жесткие, бывают мягкие. Бывают на 4 колесах и бывают на 2. Я бы в случае маленькой ручной клади однозначно выбирал чемодан на 4 колесах. Потому что на 4-колесных чемоданах удобно сидеть и можно кататься.
а вот на двухколесных нет. Вообще такой чемодан, он, конечно, совсем не из моей вселенной, которая с рюкзаками, но когда у меня появился ребенок, а жене подарили вот такой чемодан, оказалось, что ребенку очень нравится его катать, ему очень нравится на нем кататься, и он учится быть настоящим путешественником. Вообще это нормальная развлекуха, ему весело, а ты не теряешь времени, когда этого времени мало между пересадками. Ну и да, он крепкий. Еще один плюс четырехколесных чемоданов перед двухколесными. Вот он. На многих рюкзаках, которые считают, что они бизнес, есть вот такая вот штуковина, и она сделана вот для этого. Чтобы ты на ручку чемодана насадил рюкзак и тащил его. Если у тебя чемодан двухколесный, то у тебя смещается тщательно выверенный разработчиками центр тяжести чемодана. И по сути, если у тебя тут килограмм 10, ноутбук, зарядки, фотоаппарат и прочая хрень, ты еще все это тащишь на себе. А если чемодан у тебя четырехколесный, то его может легко катить и жена, и ребенок. Он спокойно стоит. Тебе вот не нужно вот так вот напрягаться и так далее. Кстати, еще один бонус. Вы видели на подходах к аэропортам и вокзалам вот этих людей, у которых очень узко расположены колеса, чемодан здоровый, и они идут и наступили на какую-то ступеньку, у них он такой... А когда у тебя четырехколесный чемодан, ты такой идешь себе, так это... Оп, 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 оп. Вообще тебе пофигу. Мораль, если покупаете чемодан на двух колесах, он должен быть устойчивый и вот так вот сильно не делать. Давайте закончим про ручную кладь. Какой багаж выбрать? Тут все просто. Если вам нужно больше ходить ногами и не будет ровных поверхностей, то, конечно же, что-то рюкзачное. Если все ваши путешествия с багажом начинаются выходом из лифта, заходом в такси, проходом к аэропорту и в самолет, то, конечно же, чемодан подойдет и, наверное, будет лучше чемодан на четырех колесиках. Вот что это у меня Мирон-то на беговеле чувствует. Прикольно, слушайте. Часть вторая, собственно, багаж. Основной багаж – это то, что вы сдаете при посадке в самолет на ленту багажа, и это что-то едет отдельно от вас. Этот же багаж, большой и тяжелый, вы запихиваете на полку в поезде, его вы запихиваете в багажник автомобиля, с ним вы идете в нашей прекрасной безбарьерной среде, либо по какому-то старому европейскому городу и ощущаете, как прекрасно работают вот такие вот колеса вот на таких вот булыжниках 16 века. И все эти вещи нужно более-менее понимать перед тем, как выбирать себе сумку, чемодан, баул или рюкзак для путешествий. Еще каких-то 30 лет назад вот это было большой спортивной сумкой, а вот это большим таким коричневым потертым чемоданом с пластиковой ручкой и железными набалдашниками. Но сегодня мы можем видеть, что сделали ведущие бренды из необъятной спортивной сумки и что они сделали из обычного чемодана. Передо мной классика аутдора. Это большой прочный баул. Конечно же, ноги у всех баулов растут от знаменитого желтого баула компании The North Face, который побывал, наверное, в самых отдаленных уголках планеты, и все остальные производители багажа решили, что, конечно, нам тоже нужно заработать на этом денег, и начали делать баулы примерно как North Face, но суть в целом понятна. Это что-то относительно легкое, оно на 2-3 килограмма легче, чем среднестатистический чемодан, оно максимально прочное, и это что-то можно подвешивать на веревке, вьючить на животных, носить на плечах самому, отдавать это всяким портерам и шерпам. Но не стоит забывать, что если вы часто бываете вот в таких вот труднодоступных местах, то до этих труднодоступных мест нужно каким-то образом добираться, и очень часто, почти всегда, нужен самолет. Поэтому нужно ясно и четко понимать соотношение объема вашего багажа и веса снаряжения, которое в нем будет перевозиться.
Если это что-то тяжелое, то лучше брать, конечно, поменьше. Если вы в 130-литровый баул напихаете кучу железа и веревок, то стоимость перевеса может быть внушительна. А если у вас летит достаточно много людей, то можно это разбить по более компактным баулам. Например, вот такой поменьше. Если честно, у меня нет такого баула, не заслужил. Но они, конечно, все такие прикольные, в них удобно хранить снарягу, но он мне не нужен. Я чаще пользуюсь либо обычным трекинговым рюкзаком, либо чемоданом. Давайте поговорим про чемоданы, потому что чемодан — это самый популярный вид багажа, особенно чемодан на колесах. Дубль 3, сцена 2, чемодан. Чем отличается хороший, дорогой чемодан от не очень хорошего, не очень дорогого? Ну, конечно, он прочнее. Если он сделан из вот такого модного поликарбоната, его сложнее сломать. Это могут сделать только опытные грузчики. У более продвинутых чемоданов есть специальная защита. Замочек. Видите, кодовый замок. Конечно же, код 3.0, других вроде не бывает, да? И вот здесь вот, если есть такой значок, вот такой красный ромбик и надпись TSA, это аббревиатура Transportation of Security Administration, что-то вот такое. Это некая международная организация, которая в сотрудничестве между производителями чемоданов и службами безопасности аэропортов придумала такой вот специальный замок. Владельцы чемоданов такие ключи не выдают, и они есть как бы только у сотрудников аэропортов. Ну, еще их можно, конечно, купить на любом китайском сайте, в зависимости от типа замка, это легко гуглиться, либо можно найти чертежи этих ключей. В общем, если кому-то надо, то, конечно же, он себе такой ключ добудет. Всем известная более бюджетная история, обычная молния, обычный чемодан и вот такие вот замечательные штуки для того, чтобы вы могли нацепить замок. Проблем вообще никаких нет. Берется обычная шариковая ручка. Вот так вот. Открывается. Достается все, что нужно. Затем оба вот этих замка. Бинго. Совершенно незаметно, что кто-то открыл ваш чемодан и что-то достал. Если это чемодан вот с жесткой основой, ну, я вот сейчас тут не буду, чтобы ничего не нарисовать, но здесь вот жесткая основа, и вы не сможете этот чемодан открыть, потому что нельзя проколоть. Здесь просто больше опций, что можно сделать с этим чемоданом. То есть интеллигентный вор достанет все, что вам нужно, и оставит чемодан в целости и сохранности. На самом-то деле как? Если мы рассмотрим некую цивилизованную страну и интеллигентных сотрудников службы безопасности, то они сломают у вас замок, например, или также вскроют, проверят или вынут все запрещенное. В багаже часто нельзя провозить всякие аккумуляторы, пауэрбанки, там, рации. Они аккуратно все это изымут, а вместо изъятого положат вам туда бумажку. Вот почему мы себе такой чемодан завели. Потому что однажды в славном городе Краснодаре хозяйка квартиры, которую мы арендовали, взяла и просто открыла наши чемоданы и там покопалась. Теперь у нас вот есть такая штука, и потенциальной хозяйке квартиры из города Краснодара сделать это сложнее. Чего, как говорится, только не придумают производители багажа, чтобы мы отдали им свои денежки. Вот тут вы видите такую эволюцию или, наоборот, деградацию. Это прям супер такой бизнесовый, дорогой чемодан из цельного поликарбоната, прочный, защищенный, в нем хорошо перевозить санкционный сыр, вино, все достаточно прочно, все под защитой. Вот это вот самый, наверное, популярный в нашей стране, да и, наверное, в мире тип чемодана, это тканевый чемодан на колесах. Он чуть легче, чем вот этот прочный поликарбонатный. Он достаточно прочный, потому что под тканью есть пластиковая основа, хоть и не очень толстая, но она помогает держать форму. В нем также достаточно безопасно возить всякие хрупкие вещи. По сути, это как раз и есть цена-качество. Дальше идет мой любимый вид багажа. Я вообще характеризую это как сноубордическая сумка на колесах. А вот это уже последняя ступень перед настоящим баулом. Баул, но на колесах. У него прочная ткань. Вот здесь вот он мягкий. Это когда скрестили чемодан и баул. И
Получился вот сверху такой же прочный, как баул, но зато на колесах, поэтому тяжелый, как чемодан. И, ну, наверное, это такой чисто стилек. Такой весь аутдорщик. Удобно катил ее себе до такси. Обычно производители любят делать всякие обзоры типа «Подборка чемоданов для бизнесменов на 3 дня» или там «Как выбрать чемодан для большой семьи». Это все, конечно, круто, но реальные ограничения будут в том весе, который попадает в ваш тариф. Прекрасный чемодан для большой семьи, которая едет в эконом-классе, часто может стоить им дофига денег из-за перевеса. Маленький чемодан для небольшой семьи, но если их 2, будет намного более правильным решением. У разных производителей есть разные подходы к размерам чемоданов. Кто-то измеряет в литрах, кто-то пишет XXL, XL, LM, кто-то меряет их по диагонали в дюймах и сантиметров, как телевизоры. Но суть в том, что вы должны четко понимать, какой объем чемодана позволяет вам провести нужное количество багажа. В эконом-классе это 20 или 23 килограммов и 32 килограмма в бизнесе. Я пока что не настоящий продажный блогер, поэтому летаю в эконом-классе. И вот такой вот чемодан, я уже четко понимаю, в моем случае с моим багажом будет весить килограммов 30, а то и больше. Поэтому я всегда с собой беру в поездку вот эти вот бюджетные весы. Купил их в интернете за 300 рублей. Они у меня всегда во внешнем кармане сумки. И перед выездом в аэропорт я всегда взвешиваю, потому что содержимое чемодана периодически меняется. Одно из основных отличий чемоданов друг от друга — это количество колес. Есть на 4, есть на 2. В большинстве случаев на 4 колесах удобнее, но такие колеса обычно меньше, и колеса должны быть действительно прочные. В чем смысл? На нем можно сидеть, он может спокойно стоять, сюда можно погрузить вот этот рюкзак или что-то положить, и это не будет вас напрягать. Когда чемодан за что-то зацепился, он спокойно перевернулся вот так, там и вот так, и вы продолжаете его катить. А вот этих всех плюшек у двухколесного чемодана нет, но зато у таких чемоданов часто делают колеса большего размера, и с такими колесами удобнее перемещаться по всяким брусчаткам, каменным мостовым, катить по земле, по снегу и так далее. У всех колесных чемоданов должно быть вот это вот место, вот этот угол обязательно жесткий и непромокаемый. У меня была как-то сумка, которая со временем от веса вот так вот прогнулась, затем протерлась об асфальт, там образовалась дырка, и она забирала в нашей безбарьерной среде в себя еще грязь со снегом. Я считаю, что на 4 колесах сумка удобнее, но тем не менее я сам пользуюсь сумкой на 2 колесах. Модель Dakine Split на 80 литров, которая мне полностью подходит. Она утягивается, складывается, когда нужно поменьше, раскладывается, когда побольше, еще она красивая. В таких сумках удобно разделять грязные и чистые вещи. В один раздел можно запихать сноубордические ботинки, туда какой-то шмот, посередине заныкать бутылку чего-нибудь вкусненького, которую ты везешь, и в какие-то маленькие кармашки, которые обязательно есть вот в таких сумках, можно запихивать всякую мелочевку, и обычно в таком маленьком кармашке у меня как раз лежат весы. А сейчас расскажем про классику и новые тренды. Большой трекинговый рюкзак с удобной подвеской. Это то, что используют автостопщики, туристы, обычные походники. Я, когда был студентом, у меня не было никакого чемодана, у меня был походный рюкзак, но я с ним ездил. В принципе, удобно. Идешь где хочешь, сил много, здоровья много. Классно. В капиталистическом загнивающем мире набирают популярность все бэкпекерские истории. То есть это некий гибрид. Маленький рюкзачонок сидит на большом рюкзачонке, который типа вроде бы как и баул, но на самом деле это тоже рюкзак с подвеской. Эта подвеска менее мощная, она такая послабее, чем подвеска хорошего аутдор рюкзака, но она позволяет людям тусить по поездам, по автомобилям. Это довольно популярная история в странах, где развиты
многие виды транспорта. Вот весь этот рюкзак со всякими тяжелыми делами доносят до своего хоста, до гостишки там или до куда-то еще, отстегивают от него маленький рюкзак, по крайней мере производитель так все это видит, и вот с этим маленьким рюкзачком они уже довольные ходят по какому-нибудь старому городу и восхищаются там красотой какого-нибудь музея. На мой личный взгляд, как русского человека, это весьма такая сомнительная история. Конечно, лучше выбрать вот такой вот рюкзак и к нему взять просто какой-то маленький, который вот так вот собирается, и с ним можно где-то пройтись, либо поясную сумку. Ну, опять же, это модно, это популярно, это продается за границей, начали продавать в России. Может быть, вы тоже такой штукой пользуетесь, напишите, что это классно, если это так. У меня мысли вслух. Они, значит, взяли спортивную сумку. Вот так это спортивная сумка. Затем приделали к ней лямки, это типа рюкзак, но можно закрыть. И это будет просто опять спортивная сумка, чтобы было дороже. Они приделали к ней еще один рюкзак. И вот эта вот штука, там литров 70, она типа может сдаваться в багаж как целиком. И у тебя тогда еще какой-то третий рюкзак с ценными вещами. Либо это ты отстегиваешь, у тебя один хрен, отдельная сумка, еще один рюкзак. Я вроде бы уж на что продажный блогер, но даже я не понимаю всю хитрость мысли вот этих маркетологов. Короче, у нас тут сейчас была дискуссия на полчаса, и выяснили, что трекинговый рюкзак, извините, чисто имиджево не подходит очень многим людям. Им нельзя, чтобы это был рюкзак. Им нужно, чтобы это была вот такая вот стильная сумка, которую они могут накинуть на плечи, но это сумка. И к ней маленький стильный рюкзачок, в который они положат свою стильную пленочную камеру и пойдут фотографировать какой-нибудь собор. А это вот этот вот грязный, вонючий аутдор. А вот это стильный европейский бэкпекинг. Но они, кстати, тоже воняют, если в поезд заходит. Я видел. Часть третья, не габарит, это тот багаж, который не попадает в параметры обычных чемоданов и сумок, и за него нужно либо платить отдельно, либо он входит в тариф. Таким образом провозятся лыжи, сноуборды, велосипеды, серф и прочие здоровенные штуковины. Я не шарю в велосипедах и серфах, я понимаю в лыжах и сноубордах. Есть два основных способа провоза. Либо ты все пихаешь в один большой чехол, например, вот такой вот, у меня такой чехол типа гроб, я использую модель Dakine Low Roller, которая функционально ничем не отличается от этого чехла и большинства чехлов, которые делают остальные производители. Либо ты отдельно везешь в чехле горные лыжи и сноуборд, и отдельно к горным лыжам разрешено провозить ботинки еще в дополнительной сумке. В сумку часто кладут еще шлем, какую-то защиту, перчатки. Так вот, суть правил провоза горных лыж и сноубордов в том, что на практике очень редко смотрят, что внутри. Самое главное, чтобы не превышал вес. То есть, наконец-то авиакомпании спустя много-много лет начали понимать, что горнолыжное снаряжение – это не только лыжи, палки и ботинки, но это еще и шлем, это перчатки, это какая-нибудь защитная шорты, это специальная одежда, это могут быть какие-то приблуды там, для сплитборда, комуса и так далее. И на практике вот за последние много лет и много стран у меня не было случаев, чтобы придрались к содержимому чехла. Более того, у ряда авиакомпаний есть классная опция – бесплатный провоз горнолыжного снаряжения вне зависимости от тарифа. То есть вот я часто летаю с S7, у S7 даже самый бич-тариф, самый дешевый, который без багажа, он круглогодично позволяет провозить бесплатно чехол с горными лыжами или сноубордом. Это очень прикольно. Ты туда просто пихаешь всю свою снарягу, сам летишь налегке с катальным рюкзаком, в котором у тебя все там, электронные девайсы, зарядки и необходимые мелочи. Если нужно провести 2 комплекта сноубордов, и вы летите вдвоем,
то многие авиакомпании разрешают увеличить вес чехла до 30 или 32 килограмм, но лучше позвонить заранее и уточнить, возможна ли такая опция. Если вы не позвонили, не узнали, и, например, там с другом или с подругой запихали 2 сноуборда или 2 пары лыж в один чехол, то на всякий случай, я часто это говорю, стоит взять с собой пару или, вернее, 4 больших черных мешка для мусора и моток скотча. То есть, если вас попросят ввести отдельно разные комплекты лыж и сноубордов, вы можете просто достать еще один комплект, с 2 сторон накрыть мешками, замотать скотчем, и вот у вас формальный чехол, потому что материал чехла обычно не указан. Какой чехол выбрать? Кому-то нравится носить лыжи в отдельном чехле, кто-то там на плече или вот на эту каталку из аэропорта ставить, а горнолыжные ботинки отдельно. Я обычно предпочитаю все складывать в один такой большой чехол, обязательно на колесах, потому что чехол на колесах все-таки легче катить в тех случаях, если нет каталок в аэропорту, если ты едешь в какую-нибудь жопу мира, где вообще их в принципе не предусмотрено. Есть мнение, что стоит взять вручную кладь свои горнолыжные ботинки, либо сноубордические. Потому что если вы летите на какой-то маленький курорт, в дикое место, то найти хоть какие-то лыжи или хоть какой-то сноуборд обычно не проблема, то вот найти удобные ботинки это практически невозможно. Я уже не раз сталкивался с тем, что багаж не прилетал, кататься хочется, одежда на себе какая-то была, все самое основное было, и были с собой у кого-то ботинки, и он продолжал нормально катать. У кого ботинки не прилетели вместе с багажом, ну извините. Раз уж мы в магазине Тули, надо рассказать про еще один вид бесплатного провоза багажа. Это детская коляска. Но, правда, есть одно условие, а то и 2, а то и 3. У коляски должны быть дети. Вернее, в ней. С большой коляской, с комфортной, в которой есть удобные кармашки и отделения. Очень удобно тусить не только по аэропортам, но и по разным городам. Это, конечно, отдельная тема, мы потом запилим отдельный обзор, но если вы тусите в аэропорту с коляской, не забывайте, что ее также можно бесплатно сдавать. Есть самые маленькие модели, которые можно брать в салонах, буквально несколько штук, например, йо-йо, и есть все остальные коляски, вот, например, такие большие тулевские, которые выдерживают очень много, на них можно нагрузить кучу всего, и затем все это дело бесплатно сдается в багаж. Главное, чтобы оно не выпало и не промокло. Это, конечно, запрещенка, но так делают, и это разрешено правилами авиакомпаний. Ну и в завершение, друзья, конечно же, прописная истина. Все эти модные чемоданы, сумки, баулы – это всего лишь багаж, это всего лишь средство достижения цели, чтобы вам в путешествии было немного или много комфортней. И вдруг у вас стоит выбор купить какую-то модную сумку по цене билетов в классное место. Ну, конечно, надо брать билеты. Это все вторично. Это, конечно, прикольно, но это вторично. Поэтому мы желаем вам в первую очередь классных путешествий. Ну и, конечно, денег на крутой багаж, чтобы путешествия были еще приятней.